Не снимай, не выкладывай. 31 января лечим, мальчишки. Чувак аккумулятор притащил. Прикинь, аккумулятор, судя по всему, дохлый. Потому что сейчас -7 всего лишь. На холодную клапан тарабанит. Прям, когда сидишь в машине, машина прогревается и прям он так тише, тише, тише и пропадает. Привет, ты не пугайся, но я иногда буду появляться откуда ни возьмись. Это 4-й мой куб, и у меня не было ни одного куба, чтобы у него вот так вот не стрекотал мотор. Представляешь? То есть на первом кубе я вообще 6 лет проездила. И все эти 6 лет на холодную еще и цепь гремела, короче. По-хорошему, да ее надо было просто поменять. Но замена цепи обходилась тогда как контрактный мотор. И я думал, как он загнется уж на совсем, типа, ну крякнет. Так контрактный мотор закажу. Так она и не загнулась, понимаешь? Я так и продал ее со всеми этими симптомами. А тут еще тосолом пованивает из печки. Вот это вообще страшная хрень. Это получается где-то внутри печки радиатор подтекает, подмокает слегка, понимаешь? И задувает. То есть радиатор надо поменять по-хорошему. Я больше не понимаю, как может в печку затянуть тосол. Ну, антифриз. Это по-любому радиатор где-то сыреет. Хотя бы просто потеет, этого будет достаточно, чтобы вот иметь такой запах в салоне. Во всяком случае, на тот момент, пока машина разогревается только что. Потом это все пропадает. Но менять радиатор — это просто жесть здесь. Мне кажется, я отъезжу на нем года 3 и буду его менять, и ни хрена с этим делать не буду. Вот. А зачем? Как бы уровень антифриза не уходит. То есть, ну, подванивает слегка. Как бы не критично. Я не страдаю, во всяком случае, от этой вони. А так прям чуть-чуть пахнет, и все. Так вот смотрится жопа куба без накладки. Ну, пока я не впилился в дерево, я не понял ее предназначение, в принципе. Она просто сберегла дверь, понимаешь? Собака, иди сюда. А это что за хрень? Что-то стекало, блин. Смотри как. Один раз под дерево поставил, и всю машину обосрали. Так, 21 градус, час ровно. 17% влажности. Вот. В 2 часа ученица придет. Второе февраля, девчонки и мальчишки. Черная краска. А прикол в том, что короб, который идет вот так вот по всему коридору, где-то не входит в комнату, а из него торчит дыра. То есть, если я сейчас начну красить, они там понюхают, короче, краски. Я думал, его будет не видно. Но он все равно как-то отсвечивает. Ну, в принципе, как бы заодно, в принципе, да? Теперь вот с этим что сделать? Вот с этим пятном. Завтра репетиция. И я хочу завтра уволочь это хозяйство все отсюда. Сейчас соберу поближе к выходу. Завтра заскочу. Краской воняет, капец. Завтра заскочу, быстренько в машину закидаю. Сейчас протянет быстренько. И поедем на репку. Нашел дырку
на чехле для тарелок. Взял его с собой. Дома зашью. Пока совсем там все не разлезлось. Чехол я покупал вместе с рокбэгом. То есть рокбэгу пришел конец спустя 15 лет, а чехол еще живой, прикинь. Только канчик отпоролся немножко. Сейчас приделаем. На руках прошью, да и все. Был в бухгалтерии, мне сказали, что я один заплатил за коммуналку за 7 месяцев. Больше никто не заплатил. Нормально? Капец. Интересно? А что они думают, интересно? Что? Их же просто выселят и все. Заехал в ленту, снял денежку за 2 стрима. Спасибо большое всем, кто донатит. Все в копилочку, на дорожку. Не снимай, не выкладывай. Чик. Че ты, как тут? Куришь? Ржавая ведерко марки Куб. Nissan. Ковры эти дебильные, блин. Вообще. 3 февраля, девчонки и мальчишки. Греем машину. Минус 9. Потеплело. Наконец-то. Заводимся. Без проблем. Я не знаю, сколько лет этому аккуму. Батя говорит, можно посмотреть на самом аккумуляторе. Ну, как-нибудь посмотрим. Все, греемся и валим в сторону массажа. Чек погас. Опять. Прикольный райончик. Чик. Сегодня еду без навигатора. Уже... Ой, нет, не сюда. Дальше. Хотел похвастаться только что. И заблудился. Вот здесь. Вот здесь. Такие вот интересные тут домища с арками. Вот прикольные тоже здесь квартирки. У меня был знакомый, который выкупил тут целый этаж. Представляешь? Целый этаж, прикинь. Как всегда, немножко рановато приперся. Интересно, тут ремонт такой вот присутствует. А вот туда мне идти. Сейчас пойду. Кайфану. Такой расслабон вообще наступает тотальный. И вставать не хочется. Потом с этой кушетки. Фу, хорошо. Смотри, какая бандура. Задратая почему-то. Почему-то прям высоко так стоящая. Мне кажется, прям ее надо уронить. Прям сильно так надо уронить. Все, кайфанул. Короче, поехал домой. Потом надо будет заскочить на базу, закинуть бочку. Сегодня я отвезу эти барабаны, короче, на родину. Со своими придется после репетиции еще на базу метнуться, скинуть их. Не хочу, чтобы они в машине ночью лежали. Калек пишет, Виталий, типа на студии звучат барабаны по-другому. Правда, не написал, хорошо или плохо. Но Виталий, когда строил себе эту студию, он ее строил специально под прицелом, что это будет студия. Соответственно, там вся вот эта шумообработка присутствует. Вот так вот я выезжаю со двора, короче, и направо. А чувак разворачивается и чуть меня в бочину не въехал. Представляешь, я со двора выезжаю, а он так вот поворачивает. И не тормозит, понимаешь? Мне пришлось его пропустить. Уступить ему. Я не понял. У него помех справа. По сути, вот он поворачивает сюда, и я еду. Ну, правда же, нет? Или я что-то путаю? Я, короче, прям сыканул знатно. Ну, чувак едет и прям, не думает тормозить. Че, у него... Неужели машину вообще не жалко? Я не понимаю. Короче, решил прямо сейчас на базу заскочу, закидаю, чтобы в следующий раз, лишний раз не ехать. Что ты такое? Перформ.
Да, прикольно. Все запотело. Это что значит? Слишком тепло внутри, наверное, да? Жара. Балка у него стоит. Ну, короче, все на мази, все как надо. По-взрослому все. Развал на колесах. На передних. Видал какой? Мощь. Мощь. Это семерка, да? Дрифтер, походу. Мамкин. Мамкин дрифтер. А вот эти вот домишки, я не знаю, как они тут живут. Дело в том, что тут жутко воняет в этом районе. Вот здесь вот постоянно сливают камазики, канализацию. Вот именно вот здесь. А нет, вот здесь. Куда они там сливают? Думаю, что в Урал, скорее всего. Вон туда. Видишь, шлагбаум. Просто в Урал нахер. Всю канализацию с частных домов, скорее всего. Поэтому вонь несусветная стоит в этом районе. Дровишки везет, видал как? Короче, работает бригада. Скоро вот эти все деревья спилят нафиг. Под корешок. Не знаю, подровняют, наверное. Там в начале уже нет ни одного дерева, короче. Ну тут реально заросли. Вот тут особенно все заросло. Смотри, сколько снега сдвинули с этой площади. Охренеть. Ну, горы просто. А куда встать-то, елки-палки? Погрузился, чуть не уехал. Забыл про свои блогерские причиндалы, короче. Подставку. Потом телефон с метрономом. Видишь, вот буду прицепляться к наушникам через вот такую штуку. Ну и стойку, чтобы тебе контент снимать. Получил, значит, такой комментарий. Сразу его в телегу отправил. Потому что там особые ценители канала сидят в телеге. Кстати, меня достало то, что люди сидят, как на базаре, просто смотрят и не участвуют никак. Я вот тебе по себе скажу, я обычно отписываюсь от тех каналов, в которых я перестаю как-то участвовать. Перестаю ставить лайки, писать что-то, сразу отписываюсь. Мне надоело, что из 277 человек в жизни канала участвуют 10 человек максимум. Остальные просто, знаешь, такие надсмотрщики, блин. Сидят и от случая к случаю там ставят какую-нибудь какашку тебе в реакциях, например. В общем, я, недолго думая, повыпиливал тех людей, которых ни разу не видел в комментариях. И я не всех выпилил. Я малый перевернул, на бочку поставил. Интересно, свалится? Я не всех выпилил. Но я написал, что у тебя есть время выйти из канала или начать участвовать в жизни канала. Писать что-то. Втыкать лайки. И то есть все, короче. Что-то делать надо, понимаешь? Нельзя просто так сидеть и смотреть. В общем, выпилив человек 20 с канала, непонятных вообще, фриков каких-то с непонятными именами, просто повыпиливал их нахер. А чтобы им не было просто так возможности опять вернуться, я сделал канал закрытым. Вот так вот. То есть теперь только по пригласительным ссылкам. И человек, которого я приглашу, допустим, да, который не может просто так попасть на канал, только по ссылке. Надеюсь, этот человек будет активный. Потому что просто так подписаться и сидеть, просто, знаешь, обзирать вот так вот. Я не понимаю таких людей, я не понимаю. Я сам никогда таким не был, я не понимаю. И не надо мне таких людей здесь, понимаешь, не надо. Вот если ты сейчас смотришь, ты такой, один из таких, иди отсюда, знаешь, выходи, пока я тебя не вычислил и не выпилил. У меня на ютубе 3600 подписчиков, или 3300, 3300, да. И вот если ты видишь у меня на видосе 500 просмотров, то 400 это непонятные случайные просмотры по предложке. А 100 это мои подписчики. Вот такая статистика. Если бы был такой инструмент,
чтобы выпилить вот эту массу с канала. Я бы выпилил, даже не задумываясь. Я бы остался с 500 подписчиками, но с активными. Понимаешь? И у меня я без зазрения совести выпилил бы всех. Просто вот эту массу, которая сидит и ни хера не делает. За всю мою жизнь на Ютубе я понял, что на Ютубе всегда идет волной активность, короче. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, понимаешь? Всегда так. И я к этому до сих пор не могу привыкнуть. Я немного не договорил. Так вот, чтобы вот эта волна, которая идет то вверх, то вниз, в самом нижнем своем положении тебя не смущала, тебе нужно заводить второй канал. И эти два канала по каким-то законам, по своей статистике, никогда не будут пересекаться. То есть, когда на одном канале идет спад, на другом будет по-любому подъем. И ты не будешь испытывать вот этих вот, это я сейчас себе говорю, вот этих вот угрызений совести. Ах, почему тебя никто не смотрит? Зато на другом канале ты будешь в плюсах. А когда там будет волна вниз, здесь будет волна вверх. Не снимай, не выкладывай. Что, настало время пилить в сторону репетиции. Фу. Даже поспать успел немножко. Так, мне сегодня надо хоть как, закидать свои барабаны сюда. Я уже скучаю по ним жестко. Ты даже не представляешь, как просто. Поэтому, не знаю. Я хотел приехать пораньше, произвести, так сказать, эту ротацию, отрепать на тех барабанах. Вот, а эти после репы сразу повезти домой. Ну, что-то случилось. Что-то пошло не так, как говорится, и уже время 7:11, я только выдвигаюсь, короче. И все из-за того, что непонятка в чате. Вопросы задаются, но отвечать на них никто не спешит. Я узнал, что к 7:30 все собираются. Да, еще ближайший концерт на 14 февраля отвалился. Вот. Оно и как бы к лучшему, потому что репетиций катастрофически мало. Если учесть, как мы репетируем, то три репетиции до концерта. За 3 репетиции что-то сделать нереально, судя, я так считаю. Все концерты, которые я отыграл в этой группе, любые, были вот в таком плане. Подготовка велась вот именно в таком плане. Прям в ограниченном количестве репетиций. В общем, поэтому хочу сказать, что меня в принципе устраивает то, что этот концерт отвалился. Не люблю чувствовать себя на концерте неуверенно. А именно так я себя чувствую практически на каждом концерте с этой группой. Вот такие дела. И мысль о том, чтобы свалить, крутится буквально в голове каждый день. Что лучше вообще нигде не играть, чем играть вот так. Так офигенно, когда ошибка не горит. Ничего в глаз не долбит. Прям круто. Интересно, чего это она гаснет? Мне надо, видишь, либо гараж теплый какой-нибудь. У батиного знакомого есть гараж прям теплый. Вот. Может быть, туда напрошусь. Какой классный стакан. Такой эффект можно создавать. Такой. Не, вот так вот даже, смотри. Класс. Что ты там нашел, Саша? Стакан прикольный. Прикольный эффект стакан дает такой. Граненый. Конечно, Саша. Граненый стакан. Это офигенный эффект, я тебе скажу. Ну не сам стакан. Порой вообще. Несем стакан, Бобик. Ладно. Сегодня на своей, поиграю. А потом буду резко ее собирать. Писать я здесь не буду. Ничего. Я был бы рад прям здесь что-то писать, но, в общем, мне нужен человек, который бы следил бы тоже за процессом. Потому что я, когда играю, я могу что-то не услышать, например. Потом переслушиваю, например, и могу услышать что-то. То есть должен человек, который шарит в записи, да, а не просто сидеть, включать и выключать запись. В одном из своих бложиков я приподнял сидушку. Сейчас немножко себя неудобно чувствую за этим.
сетом, потому что все очень низко передо мной. Сейчас попробую что-нибудь сыграть и скажу тебе точно. Высоко сижу, далеко гляжу. Здорово, ёпт. Здорово, ебать. Кстати, может быть, с банками и все. Короче, один концерт у нас отпал. И получается, нам теперь надо готовиться к юбилейному концерту «Детей ветра». Это группа такая магнитогорская. И задачка такая: снять 1-2 песен, короче, этого коллектива. Вот чем мы сегодня, собственно, и занимались.
Только она песня такая, знаешь, тунцка, тунцка, тунц. А мы почему-то ее вот так сделали. Тунка, тун, там, тун, там. Ну, посмотрим. Вроде нам нравится, как прикольно получилось. Фу. Всем до завтра. Пока-пока. Не снимай, блядь! Не выкладывай! Традиционно. Я снимаю, а папсик чистит мою машину. Пацаны на улице подбегают, машину протирать. А? За деньги. 4 февраля, девчонки, мальчишки. Кое-что заказал в Озоне. Честно говоря, что я думала, эта хрень будет больше. Зимой у меня всегда проблема. Я прям вообще не могу дышать. У меня жестко просто засыхает нос. Интересно. Так, ладно. Ну, на фотке, конечно, это что у нее такое? Что-то как-то криво сделано вообще. Видал? Какие-то вмятины странные. Ты даже не поверишь, сколько эта хрень стоит. Уже работает, прикинь. Так, выключил, походу. Включаю. Ёп. Оба-на. Чик еще раз. И теперь она через раз. В общем, она малюська такая, но мне, в принципе, больше не надо. 5 февраля, девчонки, мальчишки. Иду в Озон. Димка раздухарился, еще что-то прислал. Ну что, забрал. Сейчас будем смотреть, что там. И тут я внезапно вспомнил, что у меня есть вот такая байда. На 51, по-моему, дарили ученики. Она у меня сломалась. Но так как она мне очень зашла, понравилась, я взял себе такую же. Сейчас. Погнали вскрывать. Чик. Чик. Наточил я свой топор. По-моему, даже пенопласт прорезал. Окно открыл, потому что жарко. Сорян. Чик. Прям интересно вообще. Ха-ха. Ни хрена. Ух ты. Это же моя собака. Такая непричесанная. А это что, железка или что это такое? Металл, прикинь. Прикольно. Кайф. Смотри. Папсик пришел, удивляется. Вот это принес. Вот это? Да. А это откуда? Подписчик прислал. Ну это Челси же? Ну да. Такой вот. А, как на пластинке. Сейчас достану. Мгм. Не достать еще. Это моя собака, типа. Я не знаю, правда, как это крепить. Может быть, на скотч. Вот, всего лишь. И что-то металл. Вот сюда, ночью сюда нитку никак не сделаешь. Что-то такое, чтобы с пятачком. А тут это. Можно, я думаю, просто вешать. вот этот скотч есть, вот этот вот. Вот этот. Двусторонний. Прям на него зафигачить. Ну, можно его так, куда ты хочешь. Чик куда-нибудь. Куда? А может быть, реально ниточку вот в эти отверстия на узелок и повесить. Это можно какой-нибудь Или за тот же скотч ниточку повесить. ласточку такую же. Решаем, короче. Ниточку. Серьезная какая. Ну да. Блин, круто. Сейчас в телегу сфоткаю. Я уже запостил там коробочку. Всем уже интересно стало. Что это такое? Так. Опа. Немножечко от снега отряхнул кубасика.
Это вот меня батя любит. Ему не видно дорогу. Я люблю вот так ездить. Непонятное пятно, короче. Это от старого хозяина еще. Я люблю ездить с открытыми козырьками, а батя не любит. И вот когда мы с ним едем вместе, он свой козырек открывает. Вот. Я от безделья страдаю. Поедем на базу, что-нибудь там подснимем. Не снимай, не выкладывай. С батьком вчера заволокли этот рюкзак. Он был замороженный. Сейчас его надо свернуть и запаковать в шкафчик. Ну что, добро пожаловать, как говорится, домой. Так, сейчас я придумаю что-нибудь тебе снять. Сейчас немножко вот это. Вчера что-то поставил на скорую руку, сел и еще в связи с тем, что сидушку приподнял, мне надо все остальное приподнимать. Вот. Либо сидушку опускать. Сейчас я определюсь с этим делом и включусь. Короче, кое-что задумал. Пока не знаю, получится или нет. Включусь, когда будет результат. Не снимай, не выкладывай. Страдал я херней. Ничего путевого у меня не получилось. Вот такая хрень. Я думал, что возможно вот эти два барабана настроить в одном как бы звуке. Один выше, другой ниже. Не получается, короче. Звучит это все весьма странно. Еще надо том поднять. Вот посмотри, какая разница. Где малый и где том. Надо его поднимать. Я понял, что при такой посадке мне иногда проще играть ногой. Вот, потому что масса ноги распределяется как-то странно, понимаешь? То есть, вот, допустим, если у тебя вот такой угол, тебе почему-то тяжело поднять ногу. Понимаешь? Если у тебя вот такой вот угол, вот такой, тебе почему-то ничего не стоит это сделать. При том, что ты поднимаешь ногу не вот этой мышцей, ты можешь даже проверить у себя, вот так палец сюда поставить и поднять ногу, сделать удар. Если у тебя вот здесь вот так вот, видишь, вот так вот напряглось, ты прям почувствуешь, когда ты будешь поднимать ногу именно за счет вот этой мышцы. У тебя здесь напряжется, а здесь ничего не должно напрягаться.
должно напрягаться только вот здесь. То есть ты поднимаешь и роняешь. Настолько это прям... Не знаю. Мне это кажется почему-то намного удобнее. И, может быть, как ты заметишь, что у меня раньше нога стояла где-то вот здесь, когда я сидел ниже. Сейчас она у меня стоит здесь, за каким-то хреном. Я не понимаю, это само как-то произошло. Лайк, подпишись, друг. Благодарочка, колокольчик. Все, кое-как с горем пополам собрал и поехал домой. Не знаю, не нашел больше чем заниматься, короче. Приеду завтра, также дурака поваляю. Наверное, себя люблю. Я уже ненавижу